Всем привет, ребят! А у нас сегодня ролик по вашим запросам, и я рада, что вам нравится наша новая рубрика. По крайней мере, с каждым разом комментарии набирают все большее количество лайков. А также мне нравится, что вы пишете отзывы, и ребята ставят лайки не только под какими-то комментариями с запросами на просмотр на тонком, но также набирают популярность комментарии с отзывами. Например, на этой неделе победил вот такой комментарий с отзывами, что человек пишет: «Я благодарен Барана Фикусу. Я увидел людей, кем они на самом деле являются, и показал им, кем являюсь я. Всем духовного роста и расширения сознания». Дальше шла сердечко, и я ее прокомментирую так: «Всех вас люблю». Это замечательный комментарий, и он набрал 346 лайков. Я думаю, действительно, это была такая проверка, наверное, да, вот этот весь Баранофикус, это была большая проверка, и также возможность, наверное, многим людям раскрыться, кто на что потратил это время, кто-то потратил его на страх, на ненависть, на то, чтобы там убиться в истерику какую-то, впасть в депрессию и остальное, а кто-то потратил это время на саморазвитие, на раскрытие себя, на то, чтобы проснуться здесь, да, замедлиться, как-то спросить себя, а кто я есть на самом деле, и потратил время на даже то же самое обучение себя, какие-то просмотры роликов, еще что-то. В общем, каждый показал суть себя. Действительно, это, наверное, такое было глубокое время, которое показало суть многих людей, раскрыло эту суть. И также дало нам возможность на какое-то время выйти из колесика той самой белочки, в которой нас загнали, да, и когда белочка вышла из колесика, она наконец проснулась и поняла о том, что вау, я древняя душа, и для многих, я думаю, это был очень-очень большой момент роста. Но давайте перейдем уже к комментарию, запросу, который набрал у нас 221 лайк, на момент, по крайней мере, когда я выбирала комментарий. Он звучит так: «Предлагаю посмотреть на тонком, кто такой на самом деле Дэвид Айк. Его суть, кто он, что за душа, что у него за задача на самом деле, светлый ли он, работает ли на стороне света и прочее». Ну и там же пишет, что кому интересно, голосуйте, ставьте лайк. Спасибо, Надя. Ну вот этот комментарий набрал большее количество лайков по запросам. И сегодня, как вы уже поняли, тема нашего ролика будет Дэвид Айк, кто он, что он и зачем он. Честно, я не смотрела Дэвида Айка на тонком плане, я только частично просматривала тайну, то, что называют явлением, как тайная космическая программа некая. Вот это смотрела. Но самого Дэвида Айка я не просматривала. Единственное, что я о нем знаю, что это вроде как какой-то иностранный конспиролог, что он тоже очень хорошо, глубоко погружен в тему рептилоидов, вроде как, что он что-то там тоже говорит про космос. Я не смотрела его ролики, единственное, что-то я там видела, это он говорил про грибы, мне это вообще ни разу не откликнулось, про айваску, что-то мне скидывали. Вот, в его исполнении какой-то ролик, где он выступал и рассказывал про айваску. Мне айваска вообще никак не откликается, поэтому там то, что он говорил, мне тоже ни разу не откликнулось. Ну да ладно, дело не в айваске, а дело в самом человеке. Я тогда в нем ничего плохого не увидела, но давайте все-таки посмотрим действительно на тонком, кто он, что он и зачем он все это делает. Кстати, да, интересный момент про Дэвида Айка. Когда я рассказывала один раз, как я летала сквозь пространство и рассказывала о том, что пространства между собой соединены, как бы такими, как переходами, как, я не знаю, как это называют, черные дыры, не черные дыры, но это как пространственные переходы такие, где идет момент сложения пространства, и просто вот оно чем-то похоже, я даже не знаю, с чем сравнить. Я вам рисовала, да, вот эти кротовьи норы, и что это момент сужения такого туннеля.
И самое интересное, что мне сказали: о, Дэвид Айк как-то раз об этом упоминал, он сказал, что наше пространство похоже на кусок сыра, который вот пестрит какими-то вот такими вот дырочками, как бы, да, как Маздам. Я такая: да, ну что-то похожее, что-то в этом есть. Но больше я о нем сильно ничего не слышала. Ну да ладно, смотреть буду в прямом эфире, сразу предупреждаю, поэтому как идет, так и буду говорить. Так, ну, во-первых, возьму фотографию, потому что я всегда смотрю по фото, обычно мне легче ориентироваться. Попробую сориентироваться. Во-первых, что идет по этому человеку? Первое, что я вот иду, такое ощущение, что у него в голове очень много каких-то геометрических фигур, математических формул, что-то очень-очень много всего, и у него как будто голова от этого вот как будто взрывается, как будто он немножко запутался, что ли, или что-то. У него очень много информации разрозненной, и она не то чтобы никак не может собраться в пазл, вот как будто голова вот прям трещит по швам и разрывается от этого всего, а ему как будто кто-то блокирует что-то. Как будто, вот знаете, человек на какой-то вот микросантиметре до какого-то открытия или до какого-то вот чего-то, и он не может это сделать, потому что идет блокировка какая-то у него. Он чувствует, вот у него есть ощущение, на которое он идет. Это внутреннее ощущение очень мощное, которое его движет, на которое он движется. Вот он, есть точка опоры какая-то, очень-очень важная точка опоры для него. Это как ощущение внутреннего, вот как путеводитель, компас какой-то, да, есть внутренний, на который он идет, он понимает. Но у него слишком много геометрии в голове. Из-за этих геометрических фигур он запутался. То есть я подозреваю, что здесь какое-то жесткое вмешательство матрицы. Прям как будто она его пытается через жернова свои вот так вот прям вот перемолоть. Еще идет ощущение такое, что вроде как ему не мешает, вроде как он и выступает, вроде как что-то и он говорит, вроде как что-то он и делает, но как путь отрезан ему куда-то. То есть как будто вот какие-то спецслужбы или что-то такое вот, они ему путь отрезали куда-то. Но знаете, на удивление, просто на удивление, я, если честно, предполагала, что он проект. Я смотрела вот эту ТКП, или как там, тайная космическая программа, или что-то это, вот мне четко шло, что это все проект ЦРУ самого вот этого вот, да, это они вот эту всю ерунду внедряют, там все вот прям, это их разработка. Я, честно, думала, что Айк тоже разработка. Но нет, я не вижу, чтобы он был разработкой. Он какой-то вот как действительно исследователь. Исследователь, но он бежит за морковкой. То есть пытается поймать морковку. Знаете, такое ощущение, что кто-то его вводит за нос. Как будто он под контролем их, но это какой-то неявный контроль. То есть он не проект. Нет. Но его вводят за нос. Вот как будто есть какая-то ширма, а за ней сидят какие-то люди черные, да? И они удочку держат с морковкой. И вот они туда-сюда, короче, вот. И он за ней вот гоняется за этой морковкой. А они его как водят за нос, да, вот они ему типа вот как пытаются его на ложный след или что-то такое вот просто вывести. Вот как будто он в Колесиково шел. То есть он он ушел в жесткую матрицу или его запихали в жесткую матрицу, потому что вот у меня опять же сейчас идет четкая, да, во-первых, у него очень много геометрических фигур в голове, отчего у него просто разрывается голова. Возможно, он в свое время попытался полезть именно в изучение матрицы и масонских вот этих вот всех символов. И даже вот был очень близко, очень-очень близко, вот за секунду до, знаете, такое ощущение, за секунду до понять что-то вот прям увидеть, вот как будто есть граница, да, какая-то. Есть вот с одной стороны что-то вот он находится, да, это он, кстати, на светлой стороне. Я вижу, что вот как бы образ идет такой, вот как будто граница есть четко, да. Вот есть он и есть какие-то силы, да, плохие силы. Я вижу, что он на светлой стороне, он со светлой стороны, там все светло, все. И он как будто вот за секунду до, чтобы увидеть, что там.
в этой темной, как будто до этого он просто вот, знаете, граница вот эта, она как будто как стекло или что-то такое. Ну, стекло — это обычно магия, то есть что-то сокрытое магией. И до этого ему как удавалось, вот знаете, как человек вот берет такой, вот так на стекло дышит, протирает вот так вот стекло это, и как будто ему удавалось сквозь это мутное стекло что-то разглядеть. Вот что-то прям разглядеть, он что-то видел там. Он мог видеть за границей мутного стекла, но он видел мутно. То есть он не видел, что там на самом деле. Он мог только вот какой-то, вот знаете, какие-то, не то чтобы обрывки видеть, а вот какие-то смутные образы, которые вот через это стекло можно разглядеть. То есть не все, не понимал, что там происходит, но пытался это описать. У него это даже частично получалось, он их увидел, то есть рептов, да, вот этих увидел. Он смог их разглядеть за этим мутным стеклом, то, как они сидят за столом, каким-то и едят. Он смог это увидеть, да. Это важное открытие было, важное для него. Он смог увидеть, как они сидят и едят, и чавкают, как крокодилы такие. Куски мяса бросают на стол, кости обглоданные. И он это увидел. Он такой раз, такой, нет, что это, что происходит? Как будто человек за голову такой хватается, да ну. И вот тут вот какая-то вот, знаете, иллюзия такая, или что-то вот, как будто какой-то звон хрупкого стекла, вот как такое вот тонкое, как бокал, да. Вот такое стекло, и оно такое разбивается. Это как зеркало какое-то. И в этот момент он увидел дверь. Хочется сказать дверь в преисподнюю, но он увидел дверь. И эта дверь — черный портал. Он смог увидеть дверь за зеркалом. И когда он в эту дверь вошел, ну вот как-то, и не то чтобы зашел, а заглянул. Он туда не заходил, но он туда заглянул и увидел, что по ту сторону стекла все вот жизнь как будто человека, она уже не станет прежней никогда. Не сможет. Он увидел их. Он увидел их со стороны. Вот этот вот, знаете, вот мне образ идет, как вот этот вот наш, ну, как наша планета, не планета, но вот стол, знаете, есть такая картинка, стол, да, где полностью вот эта эмблема ООН, да, ну, наш вот этот блинчик, это Земля, и вокруг нее сидят вот эти типа глобалисты, или как их там назвать, вот, типа люди, да, такие. Но это типа только маски людей. Вот он видит, что это маски. То есть, а под ними вот крокодилы сидят. Крокодилы, а у них на лице вот как маска Деда Мороза. Помните, вот этот волк и заяц были в советском мультфильме? И там вот волк напялил маску зайца. Или Деда Мороза себе, я уже не помню, зайца он себе напялил маску на лицо, а морда у него торчала, вот эта вот длинная морда, и он не похож был ни разу. И вот он увидел, что вот такие сидят крокодилы за этим столом, и они вот в масках людей. Прям вот такие маски, как на резинках. Реально. И он прямо оттуда раз такой из этого зеркала вынырнул, такой, что происходит, что это я увидел, что это такое. Как будто ему дверь открылась. Вот опять же идет дверь в преисподнюю. Как будто он увидел там, смог увидеть какой-то доступ. Да, он как-то смог проделать дырку. В свое время он как-то смог проделать дырку вот в этой защите их и увидеть дверь. То есть увидеть, вот как оно на самом деле там. Вот он прям туда в эту дырку зашел, как бы вот не полностью зашел, а вот частично, как вот, да, просунул голову, часть тела и начал разглядывать по сторонам, смотреть, как все устроено за этой дыркой. То есть как будто он, возможно, купол пробил, вот этот вот магически стеклянный, и начал смотреть, начал записывать что-то быстро на диктофон. Почему-то идет на диктофон, начал записывать. Прям какие-то заметки делать на диктофон, что-то писать. Но такое ощущение, что он пишет уже после того, как делает заметки в диктофон. Делает заметки в диктофон, потом пишет что-то.
пишет, много пишет. Не знаю, что это вот как сочинения какие-то или что-то такое пишет. Но это заметки свои, исследования, да. А потом что-то писал. Уже по 10 кругу говорю, но образ ловлю. Но вот эта вот дыра, в которую он смог войти, она начала потихоньку засасываться обратно, вот, то есть вот так вот, как кристаллизоваться. Вот знаете, как стекло, да, и на стекле вот зимой вот так вот лед, да, потихоньку такой замерзает стекло. И вот тут то же самое, то есть вот это вот стекло, где дырку он сделал, оно потихоньку начало вот так вот, как будто вот морозный вот такой вот лед вот это восстанавливаться так же вот. Прям вот как будто самовосстанавливаться вот начало, замерзать вот так вот обратно в стекло превращаться, вот эта дырка. И он смотрел, мог видеть, потом все меньше, пока вот прям вот дырочка размером с глаз не осталась. Вот он еще туда мог подсмотреть, это очень-очень мало. А потом бах, и все замерзло. И он уже вот как не трет, как ничто, вот не может увидеть, там просто вот мороз и все, вот как через стекло замерзшее зимой ничего не видно, вот так же и сейчас, то есть ничего не видно, все как будто заморозили, даже я бы сказала специально. Они его заметили, он начал в мир вот это все выплескивать, да, видимо, он начал говорить об этом, начал что-то бить колокола какие-то, что-то делать. И они на него обратили внимание. Угу. Да, они на него обратили внимание. Что вот он, мол, что-то увидел. Так, срочно как вот обезвредить или что-то срочно надо сделать с ним. Сколько он увидел. То есть они такие, насколько он, типа, увидел много. И такие, типа, ну, не так много, чтобы там, ладно, типа, ничего такого катастрофического он, типа, еще не сказал и не скажет. Типа, ничего такого он катастрофического для них не увидел. Хотя увидел, да, что-то вот он рассказал об этом. То есть, что он увидел, что-то рассказал. Видимо, вот то, что про вот этих вот демонов, да, вот про рептилоидов, то, что он увидел. Он начал рассказывать, что вот они там. Ну вот как бы типа, что он увидел что-то. Катастрофического ничего не увидел. То есть такое ощущение, что вот суть религии увидел, нет, не увидел. То, как выстраивалась государственность, типа вот эти вот государственности увидел, нет, не увидел. Ну вот такое ощущение про матрицу, что-то он частично увидел, как матрица работает, вот здесь да. Вот что трансляция какая-то на людей идет, что вот иллюзия, да, или что-то, вот он что-то такое увидел, что людей погружают в какую-то искусственную реальность, вот это он увидел. Ну и, конечно же, по закону жанра, как только я вышла на что-то интересное, мои соседи решили, что это самое благоприятное время для того, чтобы сделать ремонт. В принципе, они всегда так думают, и куда бы, в какую бы квартиру я ни приехала, там везде получается одна и та же история. Почему-то соседи во всех 3 домах решают, что это самое классное время сделать ремонт именно тогда, когда я сажусь работать. Ну да ладно, сейчас попытаюсь опять вернуться, сосредоточиться на моменте Дэвида Айка и «Матрицы». Что же он там увидел в «Матрице»? Вот то, что их забеспокоило, серьезно, вот прям под угрозу, они почувствовали угрозу от него, реальную угрозу. Это то, что он начал рассказывать про иллюзию матрицы. Вот это их всерьез забеспокоило. Очень серьезно беспокоило. Потому что он что-то начал понимать именно в матрице, в движении матрицы. Он начал идти против часовой стрелки. И он даже не понял, что он начал так идти. То есть он начал понимать, вот как будто вот этот механизм выхода из иллюзии, но он его не понял до конца, как это работает. То есть он как будто вот вышел на след. Вот больше так идет. Как будто он вот что-то почти ухватил за хвост. Какую-то змею, которая почти вот он ее ухватил за хвост. Вот змея, которая ест сама себя, знаете, вот есть такой символ. Змея, которая ест сама себя. И он как будто ухватил что-то вот ее за хвост, а она как будто символ бесконечности матрицы.
или бесконечности движения матрицы. Движение матрицы, вот это как будто символ какой-то бесконечного движения матрицы, он его ухватил, эту змею почти ухватил за хвост. Он начал идти куда-то, вот мыслить. Вот человек идет, и вот он такой идет, и вот как будто подбородок такой вот так вот трет, как идет и думает. И вот его мысли, скорее всего, или его вот эта мыслительная деятельность какая-то начала идти в правильном направлении. Это, видимо, относительно матрицы. Куда-то он пошел вот против часовой стрелки, вот так как нужно пошел, именно туда, куда надо. Вот за секунду до. За секунду до такое ощущение, вот реально за секунду до какого-то вот мощного осознания или мощного какого-то инсайда, его просто вот пуф, вот как-то вот пуф, вот так вот, как отрезали, как обезвредили, вот что-то вот сбили, не сбили, вот хочется сказать, сбили на подлете. Куда-то увели, как какую-то морковку показали. Беги за морковкой. Увели. Вот, видимо, он что-то вот под матрицу копал или что-то начал копать под матрицу. Дорога не туда, знаете, вот свернул не туда или вот не сам свернул, а вот увели. Как будто вот в другую сторону развернули резко. Сбили на подлете вот так и резко развернули в другую сторону, где он опять как белочка в колесо завертелся в колесе. И опять за морковкой. Вот как будто его по кругу водят. И он ходит по кругу, теперь он ходит по часовой стрелке. А за морковкой он идет по часовой стрелке. Обратно его запихали. Он не понимает, вот как будто слишком много информации какой-то. Слишком много информации, вот все прям, вот вся голова забита, и он хочет, вот он как будто пытается вернуться вот к этой точке. Вот эта точка какая-то, которую он вот почти, да, поймал. Вот почти понял, почти ухватился, вот как звезду с неба почти сорвал. И вот он пытается вернуться туда, вот к этой исходной точке какой-то. Очень-очень сильно пытается. У него голова, вот как будто такое ощущение, как будто всяким шлаком каким-то ему забили голову. И вот там треугольники, квадраты какие-то, еще что-то вот, ну вот прям матричные механизмы прям нашпиговали голову, причем ему вот мысли или что-то вот прям нашпиговали. Отчего у него голова трескается просто. Вот как-то вот так. Больше по нему ничего особо не идет. Давайте посмотрим, что это за душа. Ну, душа сразу идет большая, высокая, очень-очень огромная такая здоровая душа. Прям мощная такая. Но он не темный. Я бы даже сказала, он законник. То есть вот, возможно, с прокуратуры галактической или как-то связан с ними, или вот что-то вот подобное. Будто как-то связан с ними, с этими законниками. Но, знаете, душа тоже у него непростая. Вот она как будто тоже что-то пишет. Какие-то нарушения здесь фиксируют. Даже такое ощущение, что тоже как свой какой-то межпланетарный отчет составляла. То есть сознание не поняло, что там такое творилось, да? А душа вот эту дыру сделала, чтобы посмотреть, что здесь творится на самом деле. То есть там душа очень непростая, я бы сказала. Все-таки Айк наш. Ну, если вот так вашими там критериями говорить. Я вот не люблю вот это светлые темные стороны, там еще что-то. Но он законник. Его душа — это душа вот именно с галактики, то есть с прокуратуры межгалактики. Не с проверкой сюда пришел. Больше исследовать какой-то момент. Вот поручено исследовать какой-то момент. То есть, возможно, как они миры захватывают или что-то такое. Вот он должен был понять. То есть, да, он должен был не сколько со стороны нарушений, да, каких-то смотреть, а понять схему, систему, как они это делают, как преступническую схему вот эту вот какую-то исследовать. Это вот по большей степени, наверное, работа какого-нибудь следователя или как-то так. Следователь, вот что-то такое, исследователь. В общем, я вижу, что Дэвид Айк, он, в
принципе, положительный персонаж. То есть я не вижу в нем там рептилоида там какого-нибудь или какого-нибудь агента ЦРУ, который там был внедрен, да, для того, чтобы людям на уши лапшу вешать или что-то подобное. Хотя он, такое ощущение, может быть, понахватался чего-то, то есть вот сейчас то, что у него там в голове каша, да, какая-то. Я не знаю, не могу понять, что за морковка, за которой он убежал. Тут идет фраза: «За 5 зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». То есть как будто он начал, то есть погнался сразу за несколькими зайцами. И в итоге нигде. Ни здесь, ни тут, ни сям. Возможно, знаете, такое скажу. Возможно, в его окружении появился некий человек, который начал вот что-то воздействие какое-то на него оказывать. Вот, да. Такое ощущение, как будто какой-то человек, этот человек какое-то воздействие на него делает. На его разум, на его горло, на голосовые связки. На голос даже, я бы сказала, вот как-то. И вот там какая-то сильная иллюзия такая, прям дурманит голову ему. То есть его заставляет повернуться в сторону матрицы. Верить в какие-то матричные циклы, верить в какие-то матричные вещи. То есть как будто вот вроде как ты не в матрице, но в матрице. Не знаю, что это за человек. Но это к нему кого-то подослали. Вот я еще в начале, когда смотрела, у меня было такое ощущение, что как будто рядом какой-то человек. И вот когда им заинтересовались спецслужбы или что-то, вот как будто что-то кого-то подослали или кто-то на него начал воздействовать. То есть кто-то вот прям реально сам он нет, а вот кого-то к нему подослали, кто вот что-то делает с ним. Палки в колеса ставит или что. Вот прям агент условно, да, внедренный, которого ему внедрили, который ему дал в зубы морковку и сказал: теперь надо бегать в колесике. Что-то вот такое, как будто контролирует его, через него, возможно. Это, скорее всего, опять же из-за того, что он слишком близко подошел вот к теме именно разоблачения матрицы или вот к теме того, что не то чтобы вот как выйти из матрицы, а вот что-то как избавиться от ее влияния или иллюзий или что-то такое. И вот он слишком сильно вот мог что-то, какой-то ключ дать людям. Вот он в секунде до осознания вот этого ключа был, и ему просто вот обрубили его. В общем, мой вердикт, не знаю, как назвать, да, по Дэвиду Айку. Я на самом деле приятно удивлена, потому что я так скептически достаточно относилась, не смотрела его видео, ничего, только слышала от других людей о нем, то, что он там очень много говорил про рептилоидов, про все. Смотрела, честно, только одно его видео про Айваску, как я вам уже сказала, и то она мне вообще ни разу не зашла, как бы, и поэтому и то видео я к нему отнеслась скептически, но самого Айка, дядька такой, показался мне, не знаю, такой какой-то вроде как интересно что-то говорит. Сейчас я, наверное, даже в чем-то прониклась некой симпатией к нему, что все-таки ему удалось в свое время пробить, да, вот эту какую-то стену магическую, то есть вот это вот иллюзии, скорее всего, высунуться из нее и увидеть то, что творится на самом деле. То есть, да, действительно, Айк, он из наших, то есть это душа высокого порядка, которую сюда прислали, скорее всего, для исследования механизмов, при помощи которых вот демоноиды и вот эти репты в том числе, то есть нижние миры захватывают вот такие параллели, и не только параллели, но и мироздания, как наше. То есть что они используют, какие технологии они используют, что они, как это делают. То есть и он должен был вот эту схему, механизм, какое-то понятие осознать. То есть это была, условно, миссия его души. Это из того, что я увидела. А также, скорее всего, то, что он начал людям об этом рассказывать, и то, что он начал как бы делиться этим всем, рассказывать про эту матрицу и прочее, это, скорее всего,
иллюзию там, да, вот, которую он увидел. Почему-то мне шло, что вот матрица и рептилоиды, да, вот он увидел то, что религия, то, что правительство здесь как-то нет. Но он увидел тайное правительство, скорее всего, вот этих вот людей за столом, да, каких-то. Он увидел рептов, что это эти люди репты, и вот мне еще пришло, что насчет матрицы он что-то вот понял. Как бы, но сильно глубоко не смог копнуть, увидеть какие-то еще сегменты, которые остались под защитой у рептов от него, но тем не менее, скорее всего, то, что он начал рассказывать людям, вот, да, я отвлеклась, это было как больше побочное. Вот, первоочередное все-таки было понять, как это происходит. Что, в принципе, я думаю, он сделал, по крайней мере, сделал очень много. И для осознания многих людей тоже, которые смогли после него подхватить эту эстафету, допустим, и некую эстафетную палочку он передал, я думаю, другим душам, которые вот начали вот это же делать, да, искать, смотреть там и так далее. То есть он им сказал, где смотреть, он им сказал, что смотреть. Может быть, даже он начал активно об этом рассказывать, то есть снимать какие-то ролики, я не знаю, что он там делал, да, я знаю, что у него есть какие-то ролики на ютубе, выступления какие-то, может быть, он начал выступать, записывать вот эти вот ролики свои или что, именно когда почувствовал, что его сейчас уведут или что сейчас вот у него этот доступ к информации прикроется для того, чтобы другие могли доделать его дело. То есть, возможно, его душа вот так еще, ну, какой-то такой идет еще образ, да, то, что он понял, что его сейчас перекроют, и что, возможно, другие это доделают за ним. И что потом, возможно, будет собрать картину, типа целостную, да, возможно, там, в межгалактике, чтобы вот каждый собрал вот и составили какой-то единый пазл, картину. То есть, да, основной смысл, мне кажется, и того, что он начал рассказывать, это именно в том, чтобы другие исследователи, то есть другие какие-то души, которые здесь были с похожей миссией, с такой же миссией, начали тоже смотреть, начали искать вот эти механизмы и прочее. И уже конкретно, чтобы мы могли эту головоломку собрать. Однозначно он светлая душа, однозначно он на нашей стороне, но вот с какого-то момента, не знаю, я говорю, я за ним не слежу, поэтому мне сложно сказать, но вот с какого-то момента его вот обратно в белочье колесо за морковкой какой-то увели. Но, в принципе, в целом он двигался в правильном направлении, и очень много относительно матрицы он что-то вот, как я уже сказала, правильно видел, и насчет мирового правительства, вот этого вот, чего-то он тоже видел, что-то увидел, что-то рассказал, но получается, что все да не все. То есть религия, государственность, вот это была часть не раскрыта, а там очень-очень большая такая подводная прям махинация, схема есть, что там вообще полный, не знаю, там ужас, какие подводные камни. Я вот, допустим, про вот эти вещи рассказываю на Бусти в основном, потому что, ну, как бы такой контент не для слабонервных условно. Я там про историю рассказываю как раз и про то, что творится на уровне религии, там прочего, как они вообще вот это все захватывали, и что они делали. А там очень-очень такой пласт. И оттуда его тоже как бы вот как будто, вы знаете, не то чтобы зашорили, а вот как-то вот, типа, это не важно, типа, там все понятно, это просто что-то там. То есть ему не дали в том направлении посмотреть, как будто специально вот как ширмочкой задернули и сказали, это не важно, не смотри туда даже. То есть там и так все понятно, не смотри туда, можешь туда даже не смотреть. Хотя, если бы, мне кажется, он туда посмотрел, он бы смог понять более глубокие механизмы, но насколько бы у него было время это, потому что такое ощущение, он в свое время как-то вот на эффекте неожиданности больше для них сыграл. То есть они бы, если бы не поняли раньше, что кто-то что-то понял или что он там где-то копнул, они бы раньше смогли его увести, то есть они бы раньше вот эту морковку в зубы ему дали. А тут некий эффект неожиданности, вот, который сыграл у него, да.
Ну, больше, я думаю, мне особо нечего про него сказать, и так все понятно. Некоторые так, давайте подытожим. Он светлый, да, это душа высокого порядка, которая действительно пришла сюда с миссией. Он не засланец ЦРУ, хотя сейчас вот эти вот какие-то силы контролируют его. У такого человека, как Дэвид Айк, 100% есть своя команда какая-то, с которой он какие-то дела свои делает, то есть, возможно, там его партнеры, да, или кто-то вот, то есть, скорее всего, в его команду кто-то внедрен из вот этих, ну, политических структур, назовем их так, которые ему не то чтобы вставляют палки в колеса, вот куда-то как уводит, и какое-то воздействие есть магическое еще вот на него, это 100%, то есть что-то еще на него магичит, что-то делают для того, чтобы ему путать мысли или что-то вот такого плана. Тоже это хорошо очень отслеживается, прям очень-очень сильно путают мысли. На этом у меня на сегодня все. Вот такую фигуру мы посмотрели. Я надеюсь, что наша рубрика вам нравится. Новая вот это. Предлагайте еще другие фигуры какие-то, может быть, каких-то еще ключевых фигур, там, я не знаю, как говорила Ленин, Сталин, там еще кто-то. Ну, политиков я не очень люблю, хочу рассматривать, не знаю, у всех разные реакции на политиков, потому что не все то золото, что блестит, а у людей обычно там, они не хотят слушать то, что на самом деле, они хотят слушать то, что они хотят. Вот, а я не хочу им рассказывать то, что они хотят, я хочу рассказывать то, что на самом деле, поэтому политиков я не очень вот это вот все люблю смотреть, но тем не менее, если выберете, выберите. Я вас всех люблю, обнимаю. До скорых встреч, пока-пока.